Здорово, самоделкины! Сегодня по заявкам трудящихся у меня короткий обзор аккумуляторной эксцентриковой шлифмашины Bull CRS1218E. Хотя на бренд можно особо не смотреть. Точно такие же продаются с наклейкой любого другого производителя. Вот, например, я просто зашел в ближайший строительный, отличаются только цветом. И на маркетплейсах этого добра тоже хватает. Почему именно она? Платформа Makita LXT, бесщеточный двигатель. Если шуруповерты и импакты с бесщеточными двигателями уже как стандарт, то со шлифмашинками пока все как-то медленно двигается. Бесщеточные машинки мне попадались только у приличных брендов за приличные деньги. Тут в 100 баксов можно уложиться. Еще момент, на который я обращаю внимание перед покупкой эксцентриковой шлифмашины, это сколько стоит новая подошва и как сложно ее купить. Здесь с этим проблемы нет. Запчасти продаются прямо на сайте поставщика инструмента. Цена вопроса 10 баксов. Характеристики. Диаметр круга 125 мм. Ход эксцентрика 1,25 мм. Соответственно, амплитуда колебаний 2,5 мм. Количество оборотов в минуту от 4 до 10 тысяч. Следовательно, количество колебаний от 8 до 20 тысяч в минуту. Есть плавный пуск и поддержка оборотов под нагрузкой. В высоту этот аппарат 10 сантиметров. Весит кило с небольшим. С аккумулятором и пылеудаляющим мешком все 1,5. Пыль. Есть здесь замечательный патрубок пылеудаления из такого вот мощного литья. Наружный диаметр 28 мм. Он тут металлический. Пылеудаление здесь работает прекрасно. С подключенным пылесосом пыли практически не остается. Тяга такая, что можно к стене прилепить. Без пылесоса с фильтром тоже работает отлично. Большая часть пыли остается в мешке. Пылесборный мешок здесь на пластиковой резьбе. Мне он нравится гораздо больше, чем всякие мудреные конструкции на защел, а тем более мешки на молниях и липучках. Для чистки не надо разбирать никакой конструктор, никаких бумажных фильтров, все быстро и просто. Раз в какое-то время промыл водой, да и все. Контактная проводка здесь подпружинена. В целом, сборку могу назвать неплохой. Не суперпроф, конечно, но и не дешман. Подали мне в руки шлифмашинки, у которых вот эта обрезинка облазила уже с коробки. Тут в целом нормально. За те деньги, что она стоит, в принципе, ничего. Что могу сказать про эргономику? Она тут очень своеобразная. То есть покупать эту штуку, не подержав в руках, я вам настоятельно не советую. Еще момент с развесовкой. С аккумулятором двушкой тут все нормально. А вот с аккумулятором потяжелее она клюет назад. И, соответственно, при работе ее надо прижимать. Как по мне, дико неудобно. Или вообще брать удлинитель. Может, кому-то такое нравится. Плюсы, минусы, нюансы. Что тут по плюсам? Большая их часть складывается из бесщеточного двигателя. Она маленькая, но достаточно мощная. То есть она по мощности не уступает другим орбиталкам, и по ощущениям она даже мощнее, чем сетевой Bosch с таким же ходом эксцентрика. Следующий плюс — это малый расход заряда аккумулятора, опять же бесщеточный движок. В процессе работы у меня не получилось как-то замерить, насколько хватает аккумулятора. Все, что могу сказать, что за 20 минут непрерывной работы на средних оборотах аккумулятор двушка не высаживается. И тут же следующий плюс — она у меня ни разу так и не нагрелась. Больше чем 15-20 минут за раз я не работал, обычно этого достаточно, чтобы щеточная машинка нагрелась. А если говорить про дешевые, которых я спалил несколько штук, то там уже через 10 минут работы за нее вот не схватиться. Здесь я нагрева вообще не почувствовал. Кайф. Платформа Makita тоже своего рода плюс. Это удобно. Пылеудаление здесь отличное. Что с мешком, что с пылесосом. Все очень хорошо. Из минусов я бы только отметил, что на максимальных оборотах вибрация просто ужасная. Производительность хорошая, но чувствуется, что можно все суставы ушатать. Притом в антивибрационных перчатках с ней работать неудобно. После пары минут работы руки просто в ахере. При том, что на средних оборотах все хорошо.
быстро вспоминаешь, что это маленькая маслинка, и она не предназначена для какой-то грубой шлифовки. Нюанс тут, по сути, один. Это своеобразный хват. То есть, если задумываешься, как это лучше схватить, то уже удобство под вопросом. Ну, опять же, не подержав в руках, покупать не советую. Без мелких таких придирок, очень неудобно смотреть индикацию заряда аккумулятора на таких аккумуляторах. Ну, из нюансов, опять же, с тяжелыми АКБ он перевешивает назад. Она. Что в итоге? В целом, мне эта машинка очень понравилась. За свои деньги отличный вариант. Есть мелкие огрехи, но они не критичны. Сколько она проживет, покажет только время, но пока впечатление очень хорошее. Для среднего и тонкого шлифования подходит отлично. На этом, собственно, и все. Подписывайтесь, комментируйте. Все, всем удачи.